Буквально где-то неделю назад руководство, диверсионная группа, или, может быть, там хакерская группа, тут даже сложно. Вообще нет, диверсионная группа Донецкой Народной Республики, они захватили план проведения военной операции против Донбасса. И с этим планом выступил даже Басурин на пресс-конференции. Но так как получилось, что прошла пресс-конференция, буквально в этот же день было объявлено о признании Донецкой и Луганской народных республик, и эта информация в СМИ ее не заметили. Я этот план подробно изучал. Что он все представляет? Значит, это карты, это расписаны все части украинские, которые дислоцированы, и как они должны наступать против Донбасса. Предусматривался мощнейший удар артиллерии и реактивных систем залпового огня. После этого наносит удар авиация. 30 самолетов Су-27 и 24 самолета штурмовика Су-25. Затем уже начинают действовать сухопутные войска. Основной удар отводился оперативно-тактической группе «Восток». Она должна была рассечь Донецкую и Луганские народные республики, причем сразу предусматривались огромные потери. Это даже у ВСУ планировали большие потери, потому что тут же был второй эшелон. Соответственно, бригады должны были идти во втором эшелоне, расширять прорыв и после этого переходить дальше в наступление. Одновременно наступление велось со вспомогательных направлений на Луганск. И с юга через Мариуполь, со стороны Мариуполя там высаживался десант, и, соответственно, недалеко от Мариуполя. И этот десант должен был, опять же, двинуться вдоль границы с Россией. То есть вот с Луганска наступают войска, соответственно, на юг, и с юга наступает вдоль границы на север, и в районе Комсомольского они сходятся. И таким образом в течение 3 дней Донецкая и Луганская народные республики должны были быть полностью отсечены от границы с Россией. Одновременно вот войска, прорвавшиеся на территории ЛДНР, Луганской, Донецкой народных республик, они должны были блокировать города Донецк, Луганск и еще 2 города. Не захватывать, а чисто блокада экономическая останавливалась, то есть голод и так далее. Вот все, что мы знаем до того момента, пока они не сдадутся. То есть вот эта вот операция, она началась. Она началась с мощнейшей артподготовки, обстрелов Донецка, и мы видели вот это в новостях буквально несколько дней. И уже должна была вступать в действие авиация, но при этом пошли даже в атаку спецподразделения украинские, прорываться стали, действовать на территории Луганской Народной Республики. То есть план начал реализовываться. И вот в этих условиях, мы когда увидели, и представители Донецкой и Луганской Народных Республик увидели, что началось массированное наступление по зачистке Донбасса, а планом предусматривалось вообще, значит, вот в течение 5 дней захватывается территория, русскоязычное население выдавливается на территорию России, те, кто с оружием в руках защищал свои дома, свои семьи, отправляются в концлагеря. Почему я говорю о концлагерях? Примерно полгода назад Украина проводила мощные учения под контролем НАТО. Американские генералы всеми этими учениями руководили. И был в качестве посредника в десантных войсках Украины находился один из руководителей Академии в Киеве. Украинец. И все секретные материалы он у себя держал на несекретном почтовом ящике. Когда его спросили, почему ты не пользовался секретным интернетом, он говорит, у нас он такого качества, что если вот открываешь страницу, 70% информации уничтожено. Прочитать невозможно, что это такое. И он поэтому пользовался обычным ящиком. Этот ящик взломали, и там оказалось, что создаются концлагеря, планировалось создание концлагерей на территории Донецкой и Луганской народных республик и концлагеря для ВСУ. Для тех солдат, которые откажутся выполнять приказы. Меня это, конечно, потрясло, но эти документы, они представлены были в фотокопии, я их лично наблюдал. То, что план этот реален, он планировался, опять же, с Пентагоном вместе, это подтверждает другие события. То есть, первоначально, вот если мы посмотрим, вернемся даже на месяц, на 2 недели назад, американцы усилили резко группировку в Польше, доведя численность своих войск до 10 тысяч. Вторая группировка была создана, усилена в Румынии. Туда перебросили бригаду механизированную, 1000 человек, бригада «Страйкер». То есть, это бронетранспортеры, бронетехника, танки и так далее. Она блокирует нашу группировку в Приднестровье. То есть,
начинается наступление. Если мы попытаемся где-то как-то повлиять со стороны Приднестровья, со стороны Калининграда, они уже заблокированы наши войска американцами. То есть это говорит о том, что это был единый план, и этот план был разрушен вот благодаря тому, что руководство ЛДНР вовремя обратилось к руководству России оказать военную помощь.